Здорово! Сейчас покажу, как отремонтировать сетевую электрическую зажигалку. Вытаскиваем из розетки и разбираем. Разные модели разбираются по-разному. Конкретно моя разбирается так. Выкручиваем вот эту пластиковую деталь и снимаем металлическую сетку. Отщелкиваем защелку, удерживающую внутреннее содержимое, и вытаскиваем всю электронику. После этого нужно поддеть и снять выключатель. Далее аккуратно, чтобы не порвать тонкий обмоточный провод, вытаскиваем все содержимое. Итак, какие возможны причины неисправности? Самое банальное – оторванные провода или плохой контакт. В моем случае это и было причиной неисправности. В этом месте был плохо припаян провод, отчего зажигалка иногда работала, а иногда нет. Исправил, просто пропаяв это место. Но если у вас нет паяльника, можно просто хорошо его прикрутить медным проводом. Еще одна причина – нагар на контактах, между которыми должна возникать искра. Исправляется очисткой контакта при помощи наждачной бумаги, напильника или любого острого предмета. Следующая причина неисправности – сгорание катушки. Это происходит, если долго держать кнопку нажатой. Производитель указывает, что нажимать кнопку нужно не дольше 3 секунд, после чего надо дать время на остывание зажигалки перед ее следующим использованием. Обычно сгоревшая катушка будет черной, а также не будет прозваниваться мультиметром. Технический ремонт несложный, но требует значительных затрат времени. Нужно перемотать катушку таким же проводом в лаковой изоляции. Провод должен быть такой же толщины и длины. Еще одна причина – сломанная пружина. В зажигалке есть подвижный контакт. В норме он должен замыкаться с неподвижным. Если пружина ломается, контакт не замыкается, зажигалка не включается. То есть, если контакт не замыкается, а остается вот в таком вот положении, то нужно его вытащить. Под этим штифтом будет расположена пружина, остатки которой нужно извлечь при помощи загнутой проволочки. Далее можно попробовать растянуть оставшуюся более длинную часть до нужной длины и поставить ее на место. Или можно заменить пружину на аналогичную, или попробовать соединить куски сломанной вместе. И еще одна неисправность этой зажигалки – кнопка нажимается очень туго. Причина была в том, что кусок пластика мешал движению пластины, подвижного контакта кнопки. После срезания лишнего пластика кнопка начала нажиматься легко. Также пришлось немного подрезать вот эту часть толкателя кнопки, чтобы она стала более заостренной. Окей, а как же работает зажигалка? Если не вдаваться в подробности, то достаточно просто. При нажатии кнопки замыкаются контакты. Ток протекает через катушку, в которой возникает магнитное поле. Оно притягивает железный штифт, и между штифтом и неподвижным контактом образовывается искра. Ток снижается, магнитное поле ослабевает, и пружина возвращает подвижный штифт назад, замыкая цепь. Цикл повторяется. Процесс сборки покажу без комментариев.